Приехал мне один аппарат, точнее, я выкупил его на Авито в очень плачевном состоянии. Я еще не вскрывал его. Macintosh SE-шка. На нем прям изображение на маске выжжено Apple. И что-то в нем внутри гремит. Но решил я первое вскрытие делать вместе с вами. Okay, let's go. Ой, ребята, там, по-моему, катастрофа полнейшая. Конденсатор полностью, электролит отвалившийся. Смотрите, растворился в кислоте. Я думаю, что сейчас там такое, поэтому она и не вынимается, потому что здесь все в коррозии после батареи. Да, все как мы любим. Смотрите, эта батарея отгнила, упала. Видите, валяется. Вот. Вот здесь вот батарея болтыхается. Вот такой платы у меня еще не было. Это будет очень интересно, честно скажу. Вот это да! Смотрите. Бабам. Все уничтожено. А вот батарея. Вот оно зло батарейное. Здесь будет, конечно, работа колоссальная. Надеюсь, я найду что-то с доноров. Потому что боюсь, что вот эти чипы, наверное, многие сгнили. Ну, будем пробовать. Вот, ребята, что значит батарейка. Не вынута батарея. И это беда вообще. Вот беда, видите, смотрите, как пары были. Все разъедала. Батарея разорвала и окислила, разъела все, аж металл весь. Ну и, конечно, по плате здесь тоже она поработала капитально. Это будет весело. Итак, приступим к разборке этого бедного мака. Вот эта многострадальная плата. Шансы на восстановление, конечно, не очень велики. Но я уже заказал изготовление плат. Они уже едут, прошли таможню. Попробуем, если не получится восстановить именно эту плату. Буду пересаживать все, что живое, на новую плату. Вот такое вот состояние, жуткое, конечно. Батарея вот это вот устроила тут просто нож длинных ножей. Отмываю просто под воду, обычной водопроводной водой, сейчас теплой с мылом. Все это оттираю, все, что возможно. Снимаю все чипы, какие можно снять. Далее развожу серьезный химический состав моей большой 30-литровой ультразвуковой ванне. Погружаю ее с двух сторон по 20 минут с каждой стороны. Далее изучение под микроскопом повреждений, выпаивание, пропаивание и попытка восстановления
слойных переходов. Здесь 4 слоя эта плата. Посмотрим. Я вообще, вот это, ну, первая такая, наверное, убитая. Да, это первая такая вот убитая, кроме одной сожженной, там я тоже восстанавливал БКшку. Посмотрим, что из этого выйдет. Получится ли восстановить или не получится. Самому интересно. Делайте ставки, будет весело. Так, после предварительной очистки, тут и память пострадала, подъеденные контакты. Нужно будет все это зачищать. Одна ПЗУшка. Выводы вроде не отламываются, но прям вот уже коррозия здорово ее погрызла. Так, дальше что? Куча у нас оторванных элементов, отгнивших полностью в районе батарейки. Здесь конденсаторы, точнее не то что батарейки, куда электролит распространялся, растекался. Эти два элемента, скорее всего, точно под замену. Это под вопросом. Надо еще механическую зачистку будет сделать дополнительно. Я за кадром уже проведу, скорее всего. Просто вот так вот пластиковым скребком очистить всю эту коросту на лед по возможности. И далее поедет в ультразвук. Так, в общем, заменил я, пока еще не распаял. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 конденсаторов и несколько резисторов, ну, и в том числе резисторов. Какие-то дорожки прям совсем плохие. Все, что смог, я пропаял, восстановил. Здесь очистителем контактов залил, но это все ерунда. Надо будет сейчас я после запайки еще раз отмою ее и попробуем включить, попробуем оживить. Возможно, что чудо произойдет. Плюс отломились ножки, отгнили у одной из ПЗУх. Пришлось тут дремелем выбирать, потому что прям под корень они обломились. Пропаивать, напаивать кусочки провода, под маску все это залить. Не знаю, что из этого получится. Посмотрим. В общем, сейчас я запаиваю. И после еще одной процедуры в ультразвуке попробуем включать и смотреть. Так, в общем, после очистки платы, вот сейчас она уже максимально, так скажем, вылизанная. Вы видели первоначально, в каком она состоянии была. Метод эффективный очень, и буду его в дальнейшем только, наверное, его применять для очистки, то есть, когда 3 ингредиента мы используем при 60 градусах. Очень хорошо, и между выводами все чистенько, достаточно. То есть, окислы все ушли, медь прям блестит. Но, тем не менее, я, конечно, пробовал включать, а это не особо помогло. Изображения нет, нужно разбираться. И сейчас я начну с того, что мне надо проверить на BBI-чипе, вот на этой сборке, где реализована практически вся видеоподсистема, управление видеопамятью, синхронизация видео. Посмотреть на 60 и 60 и 61 выводе, есть ли горизонтальная и вертикальная синхронизация. Начать с этого. Вот. И видеосигнал, присутствует ли. Оказалось, не все так радужно, как хотелось бы после даже такой тщательной и многократной отмывки в различных реактивах. Пришлось отпаивать чипы, но окислы прям сквозь сам канал переходного отверстия был забит. Вроде бы пайка закупорена, а внутри там прям труха. А именно те микросхемы, которые подверглись, это 2 шиноформирователя. Еще вот этот чип я пока не понял точно, какой функционал. Надо по схемам поизучать, посмотреть. Какой-то специализированный чип 34
38 маркировка, плюс чип. Вот сейчас вот это нужно будет мне еще отпаять. А здесь будет замена, да, поменяю на панельку ПЗУшку. Получается, это у нас разбито на 2 чипа по 128 килобайт. ПЗУ и верхняя, и нижняя. И вот этот нужно будет перепаять, потому что здесь я уже восстанавливал вывода. BBU все-таки придется, наверное, перепаять чип, так как в нем формирование видеосигналов, синхронизация видео, для схемы запуска также он используется. Процессор не стартует. Дорожки все целые под микроскопом посмотрел. Еще конденсаторы все-таки все поменять надо. Хотя мне кажется, что с ними более-менее все нормально, но все равно я их поменяю. Итак, приступлю к рекапингу и проверке аналоговой платы с тем Макинтошем, который был фатально разрушен. Макинтош SE, не 30, а SE. Параллельно я занимаюсь 3 машинами сейчас. Это просто SE, которая была плата убита, вся разъедена. Там просто был кошмар от батареи. И 2 платы. Одна Макинтош SE 30. С ней тоже проблемы. И не только с ней, но там и блок питания что-то сейчас перестал запускаться. Хотя я его проверял, все было нормально, стартовал. Вообще просто мертвая машина опять. Какая-то прям заколдованная. И Macintosh Classic 2. Там, в принципе, я не думаю, что будут серьезные проблемы. Хотя загадывать тоже не будем. То есть 3 машины сейчас в работе. И я... Так на столе просто занимает уже место, лежит давно машина раскидана, вся отбеленная, она просто в ужасном, это просто вот возрождение из пепла, действительно, Макинтоша, SE-шки, которые я хочу оставить у себя, то есть я даже не буду не продавать, ничего, то есть никому там отдавать, дарить, это просто такой эксперимент по восстановлению из небытия, поднятию. Так вот, по машинке, по самой, по аналоговой, обратите внимание на разъем системы отклонения высоковольтной. Он абсолютно, он идеальный вообще. То есть они обычно все сгоревшие. Прям вот если машины эксплуатируются, они все обугленные. Просто вот рассыпаются. Здесь все отлично. То есть как будто бы машину, если бы батареи бы там вовремя поменяли, она была бы просто в идеальном бы сохране, в идеальном. Почему не сделали этого сразу? Видимо, просто убрали, где там лежала. Она внешне была просто ужасна. А внутри еще хлеще. А вот аналоговая плата сохранилась хорошо. Я уже ее пропылесосил, снял основную пыль, все убрал. Почищу еще вентилятор. И произведу полный рекапинг. Все SE модели Macintosh, у них блок питания отдельный, не интегрирован на плату, не разведен, а просто отдельным блоком прикручивается к аналоговой плате. Это удобно, такая модульность для ремонта в том числе. То есть можно просто быстро поменять, снять блоки питания, поставить новые, если проблемы с ним. И все на этом. Все на разъемах. Вот с него мы и начнем традиционно. Крепится он на 4 винтах сзади. Попробую я еще одну попытку восстановления SE платы, сильно которая пострадавшая, перепаять панельку для BBI и заодно посмотреть, что с дорожками под самой панелькой, потому что пострадали они там тоже сильно. Это было видно, это даже видно, медь слезшая, это видно было насквозь, то, что даже проела, была и здесь коррозия. Самое сложное – это ее отпаять. Главное, маску стараться не повреждать. Оплетка, конечно, меньше всего наносит вреда, ущерба плате. Не надо давить, просто подносим.
Сейчас мы эти кончики все повыпаиваем. Вот там даже видно, что окислено прям вот, где выводы. Ну, сейчас под микроскопом, под увеличением получше рассмотрим. Так, вот смотрите, о чем я говорил. Вы уже видите, да? Вот это место, сейчас я почетче сделаю, оно все изуродовано коррозией. Дорожки и выводы между собой закорочены были. Ну, точнее, выводы даже видно, что настолько все разъело. Тут все съело полностью. Вот и даже и не отпаивалось-то нифига, потому что припоя нет. Я думаю, что сейчас попробуем запаять. Сейчас я все зачищу здесь, подготовлю. Запаяем новую панель, поставим и еще раз попробуем включить. Так, что нам для сборки потребуется? Это само шасси. Я его по возможности очистил от ржавчины, зачистил, зашкурил и покрасил. Так, далее сам корпус. Я его отбелил, также почистил, отмыл. Его родной диск, также на 40 мегабайт с Козёвой. Надо тоже все отмыть. Ну и видите, в каком состоянии дисковод. То есть им тоже нужно заниматься. Им будем отдельно заниматься, очищать, отмывать все. Кинескоп. Смотрите, тоже грязный. Сейчас я буду все это отмывать, очищать.
Давайте займемся дисководом. Здесь был просто ужас. Я уже за кадром удалил, отпылесосил самую большую грязь. Здесь просто наросты были. Вы видите, в каком состоянии там еще внутри головки. Состояние ужас. Сегодня я хочу применить точнее совместно со смазкой циатин, которую я всегда использовал для дисководов, для смазки механизма. Есть еще такая очень крутая американская смазка. Вот 10 грамм, 1500 стоит. Ну, безумие дорогое, но она очень крутая. Особенно для пластиковых механизмов, где вот привод выброса, две шестеренки эти разрушаются. Вот эта смазка, она не разрушит, и у нее рабочий диапазон минус 45 плюс 150. То есть просто офигенная смазка, но я ее буду использовать рационально, потому что дорогая. Сейчас импорт весь дорогой. Вот так вот она белого цвета. С таким легким специфическим запахом. И она намного более... Циатин тот же самый. Он как солидол фактически по консистенции. А вот это, она прям такая вот, прям вот скользит, прям вообще вот такая вот, прям вот. Короче, лубрикант самый лучший, ребят, но дорогой. Будем использовать рационально. Сейчас я разбираю все, очищаю, кучу салфеток уже подготовил. Разборка здесь простая. Sony просто элементарно разбираются. Снимаем, я уже показывал. Снимаем боковые вот эти две пружинки с каждой стороны. Так, одна, вторая. Теперь надо еще вот эту защелку снять, которая не дает голове вниз падать, верхней голове. Так, снимаем. И теперь нам надо привести механизм в положение, как вставленной дискеты. Можно ли дискетой воспользоваться, или здесь найти положение. Вот так вот мы ее опускаем. И потом аккуратненько вынимаем. Вот в таком вот состоянии. Сейчас нужно это все отмывать, очищать от всех этих наростов. Дальше разбираем, все смазываем. Так, динамик я закрепил. Поменял я кулер, вентилятор вытяжной. Поставил в разрыв 5-ваттный резистор на 47 Ом. Для того, чтобы понизить скорость вращения вентилятора примерно до 2000 оборотов. Потому что все китайские, которые продаются, в основном они высокооборотистые. Теперь вот такой вот стоит здесь вентилятор. И вот здесь в термоусадке я пустил 5-ваттный резистор. Не знаю, видно вам, не видно, немножко со стороны далеко. Так, плюс динамик у нас тоже готов. Так, в общем, разобрался я с платой логической. Все, сейчас работает, она загружается. Единственное, только я не пойму, что с видео. Ну, возможно, что это просто неправильно настройки RGB to HDMI адаптере, который я использую. Под SE-шку надо корректировать. И сейчас я вам покажу, что в каком сейчас состоянии, как это все происходит. Вот это вот все может на самом деле в реальности быть совершенно... выглядеть хорошо. Надо пробовать. То есть гонку он уже издал. Сейчас он будет долго тестировать, потому что стоит 4 мегабайта памяти. А изначально 2 стояло. Чуть побольше времени на тестирование памяти уйдет. И далее пойдет загрузка. И вот это смещение тоже, может быть, его и не будет.
Надо смотреть, в общем, все на аналоговой плате. Все, пошла загрузка, все. Грузится сейчас с Блюскази. Вот прям вот, в моменте показывает. Все загрузилось в систему, все нормально. Так что предлагаю сейчас перейти в второму рабочему столу и уже установить аналоговую плату и там включить. Так, в общем, ничего не получилось. На аналоговой плате то же самое. К сожалению, хотя я думал, что такого эффекта не будет. Так, коллеги, по-моему, мне удалось разгадать загадку. Та проблема, с которой я бился, и не мог понять, в чем дело. Оказывается, так как было все сильно здесь разъедено, ну, вы это видели на первых кадрах, то был полностью как бы съеден, разъеден, растворен конденсатор. Вроде как блокировочный конденсатор, типа. Но на самом деле это вообще непонятно, зачем здесь используемый конденсатор, потому что если даже посмотреть на схему, он есть, но он без номинала, и он указан пунктиром, понимаете? То есть это как бы опциональный. Здесь он не указан, что его можно не запаивать, место под него есть. И уже переворошив весь форум радужных оладушек, увидел такой же пост с такой же совершенно неисправностью у человека, который восстанавливал плату, точнее делал перенос полный. И он запаял тоже C3, C69. У него такой же эффект. Вот сейчас я еще пока ничего не делал, он пока установлен. Отпаиваем и смотрим, вылечит ли это. Потому что все тесты-то проходили, вообще все абсолютно. Зачем он здесь, непонятно. Но он тут, похоже, просто не нужен. Я сейчас его отпаяю прям при вас и попробуем включить, посмотрим, что будет в итоге. Какая-то RC-цепь, если посмотреть по схеме. Но зачем он, непонятно совершенно. Так, вот C67. Запомните, если будете заниматься восстановлением платы, такой же сильно убитый на SE-шке, не запаивайте этот конденсатор. Хотя вроде место под него есть, и никаких указаний здесь на то, что он не нужен, нету. И стартуем. Включаю. Блин. Теперь другая картинка. Но она выровнялся, экран выровнялся, видите? Тут, возможно, с памятью какие-то заморочки, но экран-то уже выровнялся, он уже не уплывает. Все, у нас сейчас пройдет загрузка, и все будет хорошо. Так, выключи-ка я пока его. Все. Супер. Супер. Ребята, все сработало. Так, я только мышку не подцепил. Ну, прекрасно. Переходим теперь к рабочему столу второму, где всю сборку я провожу к Макинтошу. Еще раз ставим и запускаем плату, смотрим. И можно монтировать видео, как восставшим из мертвых SE-шки. Итак, коллеги, перемещаемся к основному нашему блоку, к родному блоку. Подключаю я через удлинитель плату. Подкидываем мышку. Так, динамик немножко в сторонку. Блюскази подключен. И включаем. Прикольные артефакты остаются в памяти. Но с этим мы сейчас решим. Я сейчас, во-первых, поставлю память. Все, счастливый маг. И пошла загрузка. Включу сейчас тесты, прогоним. Убедимся, что все нормально. Отрегулируем экран. Я еще покажу, как еще раз изображение регулируется. Прям вот по книге, по сервисной, как это должно быть. Да, в каком состоянии была машина, конечно, это кошмар. Я прям, если честно, удивлен, что все удалось восстановить. У меня вот как бы две мысли, да, я хотел... Смотрите, прошел тест памяти ок, пошел Пиран теперь тестироваться. Это маленькая память, такая типа биоса, где хранятся настройки основные. Real-time clock. Окей.
Так, ну вот SCSI я зря врубил, конечно. Сейчас все пройдет, потому что у нас и так грузится все нормально. Теперь принтер. Хендшейк окей. Рукопожатие прошло. Теперь скорость тестируется обмена. В порту все окей. Далее модем. Также рукопожатие и тест скорости должен пройти. 9600, 12200, по-моему, там максимально. Окей. CPU и ADB. Ну, ADB тоже работает, так как мышка у нас работает. Круто. Вот, и у меня две как бы мысли в голове. Или я хотел, уже озвучивал, или оставить эту плату прям вот как она есть воссозданная и в качестве эксперимента посмотреть, сколько она проживет после восстановления. Или сделать ее полный релоуд. То есть у меня есть SE-шные платы, я заказывал 5 штук. Китае 4-слойные. И перенести на них все чипы основные, которые программируемые, матрицы, процессор, BBU тот же самый программируемые матрицы, слоты памяти и кнопки. А остальное, ну вот и резисторные сборки, наверное, да, вот эти массивы тоже. Остальное все новое запаять, всю пассивку. Ну дросселя еще, дросселя там. Это все такое по мелочи, то, что именно, скажем, эксклюзивное, Apple-ское. И разъемы задние. И вот. Перенести просто в качестве какого-то второго проекта. Возможно, это будет второй проект. Мне интересно, заведется, не заведется. Потому что платы я ту не знаю вообще. Я ее наобум просто взял. Я не уверен, что там все правильно сделано и нет ошибок. Ну, будет интересно тоже бы заняться этим. Надо подумать. Так, CPU ок. И ADB сейчас пройдет тест. Да. Все, и пошла память по новой. Все отлично. Так, регулировки экрана всех абсолютно классических маков начинаются с регулировки напряжения блока питания. Потому что именно напряжение очень здорово влияет на тот же экран. Давайте попробуем загрузиться, включить, прогреть. Так, загрузка прошла. Здесь у меня должны быть специальные утилиты для настройки. Так, начнем с регулировки вольтажа, а потом уже перейдем к регулировке экрана. Нам нужен будет вот этот screen size. В принципе, тут все написано, что 512 на 342 пикселя разрешение. И по линеечке нам нужно будет все это дело подогнать. У нас в идеале должно быть прям ровно 5 вольт. В идеале. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Прекрасно. 5 вольт. Как в аптеке. Так, после регулировок экрана мы еще дополнительно замеряем напряжение, посмотрим, оно может измениться. Начинать регулировки нужно в строго определенной последовательности. Сначала напряжение, потом яркость, далее ширина экрана, высота, далее опять проверяем напряжение замера делаем центровку, если экран искажен у нас по углам. И последнее делаем, 7-я, это регулировка фокуса. Вот этого будет достаточно для того, чтобы отрегулировать экран.
Итак, на этом я завершаю проект по восстановлению сильно поврежденной логической. Ну, в принципе, аналоговая плата тоже была повреждена, сильно, но очень сильно пострадала от батареи. Логическая плата Macintosh SE. Все, кто... Ну, в будущем, возможно, я все-таки сделаю релоад, перенесу все на новые доски. Основные компоненты, кроме пассив конденсаторов, резисторов, а микросхемы все переедут. И сразу на панельках буду делать для того, чтобы в дальнейшем, если будут SE попадаться, убитые, чтобы можно было быстро менять какие-то компоненты, брать с рабочей платы, ставить на нерабочую, то есть, чтобы быстро локализовать неисправный участок. Так что всем спасибо. Такое новогоднее завершение этого проекта. Будет еще много проектов в дальнейшем по ремонтам, в основном по ремонтам и по сборке новых машин. Всем спасибо, всем пока.